Привет, мои сладкие девочки, мои сестрички. Давайте с вами сделаем расклад его чувства к тебе сейчас. И мы сейчас погадаем именно на зомби Таро. И посмотрим, девочки, чувства его, те, которые выходят наружу. То есть не просто его какое-то подсознание, где он там гоняет, знаете, мысли от одного уха к другому. Мы сейчас посмотрим вот то, что выливается у него в слова, что у него идет в сообщение, то, что он о вас говорит. Вот это Таро, зомби Таро, для этого очень подходит. И у нас с вами 4 варианта. Первый вариант, второй, третий, первый, второй, третий и четвертый вариант. Давайте посмотрим его чувства к тебе сейчас. Что он чувствует к тебе сейчас? Смотрим на зомби Таро. Давайте такое побыстрее сделаем экспресс такой расклад, чтобы ответить на этот вопрос именно сегодняшнего его состояния. Ну что, выбирайте, мои дорогие. Первый, второй, третий, четвертый. Его чувство к тебе сейчас. Ну что, поехали, девочки, смотрим. Первый вариант. Какие у него чувства к тебе сейчас? Девятка хазардов. Он, девочки, вообще сейчас скрытнее скрытного, да? Он на собственную тень боится сейчас наступать для того, чтобы вам эти чувства свои не показывать. У него сейчас большое такое желание, чтобы вы вообще не знали, что он, где он, с кем он, почему он, что он чувствует. Он даже лишних слов сейчас не говорит. Возможно, или этот мужчина у вас ушел в игнор какой-то, или, девочки, с него, как говорится, лишнего слова не вытянешь. Вот редко, очень редко этот мужчина может вам врать. Если, девочки, вы чувствуете, что этот мужчина вам врет, то есть на ваши вопросы, если он просто замолкает, не хочет говорить, это еще более-менее, да. Но по девятке хазардов я вам так скажу, если при этой карте мужчина вам врет, вот прям в уши, вы это вот прям чувствуете, там много каких-то несовпадений и все остальное, это говорит о том, что у него есть ментальные особенности, девочки, психические особенности, да, то есть тут надо вот дальше копать, что в нем вообще такое не так, потому что тут может быть, знаете, шизотипическое какое-то расстройство личности, да, это могут быть какие-то там, я не знаю, азартные игры, какие-то страсти, какие-то такие плохие его какие-то плохие, девочки, такие, знаете, привычки, да. То есть обратите внимание, если он вам врет, и вы это видите, и вот прям конкретно такое вранье идет, да, как будто вы вообще глупая какая-то, и вы думаете, что это такое, он такое, ну, говорит, то я вам скажу, что можете его смело бросать, потому что тут корявая личность идет. Но если он в игноре, если он просто вот вам что-то не договаривает и все остальное, это просто вот человек, мужчина, который не хочет, чтобы вы о нем что-то такое лишнее знали. Но мы здесь для того, чтобы все-таки его, как говорится, потеребить. Его чувства к тебе сейчас. Девятка кубков. У него любовная тоска, девочки, по вам. Девятка кубков и девятка хазардов. Он молчит о своей любовной тоске. Что ему, девочки? Восьмерка кубков. Он, знаете, вот как готовится сказать вам что-то такое вот любовное, да, и он не знает, как это преподнести. Вот что-то ему такое хочется, вот именно любовное. Восьмерка кубковая – это разговоры о любви, да, то есть он сейчас замолчал для того, чтобы дальше с вами говорить на эти какие-то любовные темы, да, либо это, например, перед признанием человек уходит в игнор, мужчина уходит в игнор, чтобы вот определиться с тем, как с вами вообще разговаривать на эти любовные темы. Возможно, он хочет вам еще что-то такое вот предложить, и он не знает, как это сделать. Возможно, это с чем-то связано, да, то есть связано может быть по-разному. Допустим, он хотел бы с вами, знаете, любовной такой какой-нибудь волшебной ночи, но ему некуда вас пригласить, да, и может быть, он хочет намекнуть, как бы к вам приехать, то есть мужчины, они тоже вот как бы боятся этих тем. Тут такое разное может быть. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Восьмерка мечей. Да, он что-то вот не хочет говорить. Именно, девочки, того, что он боится какого-то отказа, каких-то насмешек, ссор, выяснения отношений не хочет. Его чувства к тебе сейчас.
Он не знает, как решить вообще эту ситуацию, да, со своими чувствами. Он не может разобраться. Паш Хазардов выпал. Он не может разобраться со своими чувствами, со своими планами. И от этого он решил, что лучше, чем я там сказану что-нибудь ненужного, я лучше смолчу, да, чтобы потом как-то определиться. Возможно, чтобы поменялись какие-то обстоятельства в ваших отношениях. Его чувство к тебе сейчас. Семерка хазардов. Он еще, девочки, долго не будет прям открываться. И дело в том, что он уже на грани того, чтобы, знаете, как говорится, уйти в никуда. То есть он не может решить какую-то такую вот проблему, которая у него сильно назрела. Может быть, тут еще какая-то трусость, какая-то боязнь. Может быть, боязнь ваших близких, боязнь каких-то очень ответственных отношений, где ему придется взять ответственность на себя. Может, это, девочки, и женатик, да, какой-то выпадает, который знает, что с вами как-то, как говорится, винчика вечером не попьешь и вовремя там не скроешься, поэтому также тоже себя может вести. Его чувство к тебе сейчас. Десятка костей. Шестерка кубков. Это мужчина, который объявляется. Он, девочки, никого не забывает, ничто не забыто, никто не забыт. Да? Я вам скажу так, когда он чувствует вот эту свою уверенность, да, открытую дорожку такую, он действует. И по отношению к вам тоже. Шестерка кубков. Но тут таким каким-то... Тут что-то, девочки, именно у вас, в ваших вокруг обстоятельствах, в ваших людях, которые вокруг вас, в вашей работе, в том, где вы живете, да, что-то ему очень сильно не подходит. То есть не в нем дело сейчас. Если вы не вместе с этим мужчиной, и вы хотели бы с ним быть, да, дело не в нем. Дело в том, что что-то не подходит для него именно в вас. Что-то такое вот таким, знаете, острым вопросом стоит именно с вашей стороны. Допустим, расстояние, вы далеко живете, или вы с кем-то живете, да, а он бы хотел бы к вам приходить, да, или, ну, короче, тут, или вы на что-то не будете согласны, чтобы он хотел бы вам предложить, поэтому он отмалчивается, девочки, у него есть такие секретики, и, скорее всего, он не будет выдавать вот эти вот секреты вам, не будет. Он, девочки, будет думать именно только о том, как бы это все скрыть, понимаете, от вас. И обнаруживать себя он не будет категорически, да, то есть это ему не нужно. Но давайте еще посмотрим его чувство к тебе сейчас. Восьмерка хазардов. Тайны, все хочет в тайне сохранить вот эти вот свои желания какие-то. А почему? Иерофант. Семерка кубков. Он хочет выглядеть в ваших глазах более уверенным, более таким интересным, загадочным, да. И, то есть он хочет быть тем, кем он хочет казаться. Он, девочки, не все вам открывает, не все свои там какие-то желания, скажем так, да. И он бы хотел с вами бы любовных отношений, но он хочет в этих любовных отношениях быть вот иерофантом, верховным жрецом. Но у него максимум, что получается, когда он с вами не разговаривает о своих чувствах, это рыцарь хазардов, да, то есть какой-то загадочный, манящий такой мужчина. И дело в том, что он не может вот прям придумать какую-то такую супер крутую сказку, какую-то историю для того, чтобы в ваших глазах вот так вот выглядеть, как будто это правда, да, то есть ему до правды много что не хватает, так как бы он хотел выглядеть и казаться, девочки. То есть здесь читается двойная такая характеристика. Мужчина с двойным дном, девочки, да. То есть у него есть какие-то такие интересы. Я не скажу прям, что материальный прям интерес у него к вам есть, да. Но есть вот... он понимает, что с вами
нужны серьезные отношения, да, и он бы хотел этих серьезных отношений, но он понимает, что, скорее всего, вас могут там отговаривать, что вам не разрешат, или то, что он к вам не доедет, а если будет жить с вами, то у него мало ли там что получится, или то, что через какое-то время вы будете говорить, что ты ничтожество, да, или там иди зарабатывай и все остальное. Ну, знаете, как мужчины, очень часто они вот для того, чтобы понравиться женщине, причем, девочки, это от 20-летних до 60-летних мужчины так заливают, да, даже на примере, вот у меня знакомый мужчина 60 лет, да, знакомился, короче, с вдовушкой одной, да, боже, как он заливал, как он бегал, хвост задравший, такой павлин, и возил ее по каким-то домам, и детей своих, и все остальное, чтобы она посмотрела, какой он крутой да богатый, даже машину одалживала. Как только он ее, девочки, уложил уложил в любовную постель с розами, да, все, машину он отдал, короче, пересадил ее в обычную, да, то есть он ее очень сильно на себя подсадил, пушил хвост, да, то есть я к чему эту историю вам здесь рассказываю, что здесь мужчина тоже такой любитель пушить хвост, но сейчас такие обстоятельства у него, что у него как бы и нечем карту крыть, да, то есть ему нечем пушить хвост этот, и поэтому, девочки, он замалкивает, уходит в игнор, то есть тут карты вам говорят, вы еще к нему присмотритесь. Вы не думайте, вот, все, люблю, куплю и полетели, да, присматривайтесь к нему. Потому что он, девочки, вряд ли вам это все покажет, да, вот эти какие-то обстоятельства, но со временем оно все вылазит наружу, и вы увидите, почему он там где-то испытывает трудности, про которые он не будет говорить. Все что угодно может придумать, да, чтобы не сесть на этот трамвайчик любви, потому что там надо оплачивать проезд, скажем так, да. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Но, знаете, хотел бы любовных этих отношений с вами, возможно, знаете, и есть. Но тут жертвовать собой, жертвовать своей жизнью ради того, чтобы там под его подстраиваться, не надо, девочки, да. Потому что он не готов ни под кого подстраиваться. Давайте еще 3 карты выложим на него, его чувство к тебе сейчас. Императрица, королева Хазардов и 4 мечей. Девочки, не закрывайте себе любовные пути им. То есть не стопоритесь именно на этом мужчине и на его отношении к вам. Потому что вы выпали императрицей в соку, да? Вы выпали таким наливным яблочком. Королева Хазардов, женщина, девушка, которая знает себе цену. И девочки, этой ценой нельзя торговаться. Понимаете? Торговаться можно там, я не знаю, за вещи на развес, да, в секонд-хенде. На рынке можно торговаться. Но скажите мне, пожалуйста, вами можно торговаться? Нельзя. Императрица и королева Хазардов. У вас есть высокая цена, и торговаться нельзя. И 4 мечей, вы, получается, если все время будете думать про этого мужчину, вы закрываете себе пути. Перекресток, девочки, вы как, ну, становитесь на перекрестке и никуда не идете, понимаете, чего-то ждете, и чего-то, это 4 мечей, ничего не придет, понимаете, поэтому, как говорится, цену себе не сбрасывайте, не соглашайтесь на абы что, скажем так, не придумывайте себе, ну, не одевайте эти розовые очки по поводу вот именно этого мужчины, да. Я бы вам посоветовала вот прям жить для себя, своей жизнью. Живите, девочки, да, как будто этого мужчины вот нету. Есть хорошо, нету тоже хорошо, да, но не проторгуйтесь, не отдавайте вот эту императрицу и не отдавайте вот эту королеву Хазардов, понимаете? Не проторгуйтесь, потому что с вами, возможно, тут будет какая-то такая торговля, да, то есть, ну, я уйду, я не могу, там еще что-то такое он, знаете, и ты понимаешь, что тебе надо будет под него подстраиваться, под него подстраиваться. Вот это вот подстраивание, это и есть торговля. Нельзя, девочки, торговаться, потому что вы вот так сами себя вот такой вот удачи жизненной лишаете, хотя у вас императрица и королева Хазардов это очень сильные карты, очень сильные, крутые девушки, да, очень сильная наша сестра, ведьмочка, выпала. Поэтому, девочки, поверьте даже моему опыту такому, да, и бывало такое, что ты вот начинаешь подстраиваться, ты теряешь вот эту вот свою силу.
рядом с разными мужчинами. Вот такие дела, девочки. Присмотритесь к этому мужчине еще. Второй вариант. Давайте смотреть его чувства к тебе сейчас. Ссора, отдаление, печаль какая-то, девочки, у него выпала. Возможно, с ним что-то произошло, да. То есть вот этот мужчина сейчас не в лучшем своем состоянии. Не в лучшем, не в ресурсе, не в физическом, не в ментальном. Но давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Вы что, девочки, с ним разругались, расстались, либо поссорились? Императрица, 4 мечей. Это может обозначать такое. Если вы с этим мужчиной, девочки, в расходе, в разводе, разводитесь, расходитесь, смотрите, в первом варианте тоже выпали такие карты, как императрица и королева хазардов. Это сильные ведьмовские карты. Это говорит о том, что вы останетесь сами собой, понимаете? Никто не должен перебежать вам дорожку. Никто не должен вставлять вам палки в колеса. А дело в том, что сейчас в этих отношениях с этим мужчиной что-то пошло не так. И что-то не так именно у этого мужчины. А вас показывает именно такой, знаете, сильный, крутой, у вас сильный дух. Понимаете? Крутое сердце, сильный дух. И вы, получается, здесь вот в прямом смысле этого слова живая, да? У мужчины выпали туз мечей, 6 мечей, 4 мечей, да? То есть он в ближайшее время вот как не идет к вам. А давайте посмотрим, что или он обижен на вас, да, или у него очень грустные, печальные мысли, связанные с вами, или, девочки, у него какая-то, может быть, болезнь, возможно, что-то такое случилось, что не дает ему с вами, как говорится, слиться в что-то одно целое, скажем так. Его чувство к тебе сейчас. Смерть, двойками. 14 старший аркан. Ваши... Вот смотрите, если вы не в отношениях с этим мужчиной, то, девочки, как говорится, на нем не заостряйте свое внимание, чтобы не пришлось плакать. Если вы будете заостряться на этом мужчине, это гарантированно будет обозначать, что вы будете где-то плакать. То есть что-то очень сильно на вас вот прямо в ближайшее время повлияет, что вы можете заплакать, понимаете? Но... Смотря, вот мне не хочется, чтобы вы были в плохом настроении сейчас, да, насчет этого мужчины, девочки. Я все время хочу так, да, я хочу, чтобы вы сливались, если сливаетесь с мужчиной в одно, там, в семью, во все остальное, а это должно быть только вам на пользу, да, для того, чтобы он, как говорится, тебя ни в чем не использовал, чтобы он не высасывал с тебя энергетику и все остальное. И сейчас, девочки, смотрите, а карты, они очень сильно вас от него абстрагируют, да. Здесь получается так. Надо пережить вот какой-то вот период времени, я скажу так, где-то, может, месяц, девочки, да, вот, или лунный вот месяц, может, это полнолуние плюс 3 дня где-то, да, такое вот, что вот прямо сейчас у него и у вас какая-то ночь, скажем так, и для того, чтобы все увидеть, чтобы посмотреть друг на друга, должен наступить рассвет. Рассвет будет через сколько-то часов, как говорится, и это незыблемо, да. Тут в его сторону вам не надо делать первые шаги, но и в то же время он должен разобраться вот с этими своими старшими арканами, да. Он, девочки, должен разобраться с какими-то своими вот этими проблемами. Он должен перерасти то, что он... Или зажить, выйти из болезней. Должны зажить какие-то его раны. Либо он должен решить какие-то свои проблемы, связанные, девочки, с чем-то, да, то есть у него сейчас как вот прям черная полоса какая-то в жизни идет. Вот и все. И карты говорят здесь, что вы сейчас не сможете ему помочь, да, хоть в вас очень много силы, я не вижу, чтобы эту силу вы отдавали на вот этот туз мечей. Не надо свою силу отдавать. На 4 мечей, на этот перекресток, да, черный, тоже не надо выходить, потому что вы запутаетесь.
Надо, девочки, дождаться какого-то расцвета. Должно пройти какое-то время для того, чтобы вы могли с этим мужчиной, знаете, разговаривать, что-то так решать. Что-то, девочки, у него не то. Может быть, он пьяный вообще лежит, или в запое, ну это если так вот. Или, девочки, он ранен, или он заболел, или вот у него какие-то там проблемы. Пусть он это все решит, да, и потом, но это, смотрите, 13-й старший аркан, двойка мечей, 14-й старший аркан, да, то есть как море должно успокоиться, что-то должно пройти своим чередом, и это какой-то вот прям месяц, понимаете, не меньше, да. Он должен как выкарабкаться из своих вот этих черных карт, в которые он попал. Его чувства к тебе повешены. Смотрите, и десятка мечей переходит в десятку старший аркан Фортуна, но повешенный и смерть. Я вам так скажу, на нем могла быть или есть даже какая-то порча, либо очень неудачный период. Похоже, что еще какое-то магическое влияние на него было, какой-то удар. Но он с него, девочки, подымется, да. И вот эта вот десятка мечей, она перевернется и станет в его колесо фортуны, в удачу и умеренность. Но это не раньше вот месяца какого-то. То есть вот какие-то у вас отношения, вот смотрите, какие бы ни были отношения у вас сейчас с этим мужчиной, рядом он или не рядом, да, желательно вот просто, если вы с ним общаетесь, то общайтесь так нейтрально и по-доброму, да. Желайте ему чего-то доброго, да, желайте ему победить самого себя, победить болезнь, разобраться с проблемами. Такие вот пожелания пусть будут с вашей стороны. Пусть он знает, что вы его можете этим словом поддержать. Но желательно не вмешиваться далее, да, в какие-то его вот эти дела. Что бы это ни было, девочки, потому что вот не очень, конечно, у него все. Советом, добрым словом, окей, но не более того. И вот это вот с него это спадет. Но как будто вот прям сейчас такая сильная-сильная ночь, ничего не видно, темнота какая-то, да. Он сам должен из этого выйти. И когда он выйдет, девочки, а он выйдет, но выйдет старшими арканами, да, то есть он даже немного изменится. Это будет какой-то колоссальный опыт в его жизни. И он может даже изменить свое отношение к вам тоже, да, но это пойдет на пользу и вам, и ему, потому что колесо фортуны, старший аркан, он выпадает не только на его долю, но и на вашу тоже, да, то есть я бы подальше от этих карт 12 и 13 старшего аркана была, да, потому что это не ваши, его это арканы. А ваши девочки это 14-й умеренность и 10-й колесо фортуны, да. То есть как обойти острые углы в ваших отношениях с этим мужчиной? Просто оставлять его со своими мужскими именно, это мужские дела, мужские проблемы. И он должен приходить с новым опытом к вам. Понимаете? С новой жизнью, чистой, красивой, надушенной, скажем так, да, а не подбирать его, тащить. Нас природа сделала слабыми, девочки, да. Мы не можем тащить, например, мужчину в обмороке. Мы не можем. И для этого вызывается, скажем так, те, которые могут это делать, да. Другие, или друзья могут помочь, родители его, да. Но не вы. Женщина сделана слабее мужчины для того, чтобы она не впрягалась, понимаете, в тот воз, который должен тащить кто-то, да, но не вы. И он сейчас должен тащить вот этот свой воз в гору сам, понимаете? Дайте ему вот такое вот переосмысление. Пусть он сделает это переосмысление насчет своей жизни, девочки, да. Вот так вот. Такой вот, мои дорогие, второй вариант.
Третий вариант, смотрим его чувства к тебе сейчас. О, девочки, наконец-то после первого и второго тяжелых таких вариантов выпал ваш супер хороший вариант. Король кубковый, мужчина, который вас любит. Это, девочки, большие чувства, любовные чувства мужчины к вам, да. Он скучает, думает о вас, хочет встретиться. Если вы с этим мужчиной живете, если это ваш супруг, если это ваш парень, он вас любит, мои дорогие, и он эту любовь ощущает в своем сердце. Он хочет делиться этим. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Десятка костей. Скорее всего, он будет дарить вам какой-то подарок или хочет, собирается. Если это, девочки, какие-то путешествия, да, что-то может не получиться. Что связано с дорогами, то у него не получится, хотя этому он стремится. Но если это что-то материальное, да, то это материальное сбудется. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Фортуна выпала. Семерка кубков. Очень хорошие карты. Смотрите, девочки, у вас тут прекрасные карты, которые, в принципе, выпали с такими мечевыми, девятка мечей и король мечей, да. В чем подвох, скажем так, вашего расклада? Хоть мужчина здесь и очень любит, очень сильно расположен к вам, да, у него любовные мысли. Единственное, девочки, что вот он, когда хочет вам что-то отдать, да, возможно, у него не будет что-то получаться. То есть, если это, например, планирование какого-то путешествия вместе и все остальное, ему либо с деньгами как-то вот прям он все отдаст и ничего не остается, либо, девочки, что-то будет, ну, не получаться у него, да. Но мужчина очень стремится к вам. Мужчина вот прям хочет реализоваться в любовных отношениях с вами. У него далекие перспективные планы на вас, да, серьезные отношения, встречи, любовь, да, жить вместе. Но король мечей и девятка мечей говорит о том, что мужчина сейчас не особо удачлив. Он может быть удачлив только с вами. Понимаете? Если вы, например, будете вот делиться с ним вот этими частичками своей любви, да, дарить ему звездочку, скажем так, вдохновлять его, да, восхищаться им, хвалить его, то он, девочки, будет с крыльями, с белыми крыльями, будет с надеждой как-то смотреть в будущее и все остальное. Если, потому что у него как-то вот немножко он проблемный, да, вот сейчас. То есть он может вешать нос из-за того, что у него где-то что-то, где-то от чего-то не получается. Это мужчина на самом деле щедрый. Здесь не выпадает мужчины, которые где-то пытаются на вас сэкономить. Он бы все отдал вам. Но вот это вот все, когда он отдает, да, он может впадать вот в какую-то депрессию, потому что ему как-то хочется обратной связи с вами, да. То есть этот мужчина любит, и он бы хотел бы, чтобы вы любили его ответно. Если он что-то вам делает, чтобы вы давали ему что-то взамен, да. То есть мужчине вот это важно. Если ответа, взаимности какой-то нету, он впадает в какую-то такую а-ля депрессию, да, в обидки какие-то. Его чувства к тебе сейчас. Туз Хазардов и Иерофант. Это мужчина, который по жизни должен чего-то добиваться. У него, девочки, прям кармическое такое идет, что я должен в этой жизни реализоваться, я должен в этой жизни чего-то многого посетить, да, то есть он либо идет вверх по карьерной лестнице, либо развивается там в бизнесе, в работе какой-то, в своих хобби, да, то есть вот у него есть какие-то таланты, которые ему обязательно в этой жизни надо развить, да, и он к этому идет. Он хочет быть успешным, и он, девочки, будет успешным мужчиной, если он, ему, как говорится, не мешать. Если у него какая-то, знаете, трудная судьба, там, какие-то вот проблемы в прошлом там с родителями какими, или там, ну, не знаю, чем его больше судьба лупит, скажем так, да, и тем больше у него времени на эту реализацию уходит. То есть что желательно для этого мужчины? Чтобы его окружали люди, которые его поддерживают, которые его любят, что он чувствует эту любовь, нужность какую-то свою, да, и тогда мужчина очень красиво раскрывается, он прям как цветочек. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Королева мечей, восьмерка
Костей, тройка кубков, девятка. Смотрите, девочки, возможно, вы не совсем довольны этим мужчиной, где-то его поведением, где-то вы, может, знаете, ищете какие-то подвохи в нем. Я бы вам посоветовала эти подвохи не искать, да, потому что либо это ваш будущий супруг, либо у вас будут связывать очень долгие перспективные отношения с этим мужчиной. И желательно вот прям, знаете, быть друг для друга какими-то музами, поддерживать друг друга. То есть лишний раз на него, как говорится, не кричите, тоже его не обижайте. Наоборот, если вам хочется, да, с этим мужчиной как-то связывать свою жизнь, то вы его больше поддерживаете. Потому что вот без поддержки он чахнет, да, потому что ему важно вот это вот отношение к нему. Это мужчина, например, знаете, который... Вот есть такие люди, которые боятся где-то хейтеров каких-то. Ну, как боятся? Не боятся, а опускают руки, когда про них, например, кто-то плохо говорит, да. То есть надо его поддерживать. Будете поддерживать этого мужчину, мужчина, девочки, с вами раскроется. Но здесь выпали вы, тут такие интересные карты идут. Либо, девочки, вы вместе будете все время, и это ваша пара, просто она пиками выпадает, да, пиковые вы, которые, и это может быть очень богатая, очень такая знатная, интересная пара, да, и редко кто кому так подходит, как вы с этим мужчиной друг к другу. Либо, девочки, если вы друг друга не будете поддерживать, будете там, знаете, основываться на каких-то вот мыслях, которые могут вливать вам в голову и в его голову, то это не очень хорошо. То есть против ваших отношений, вот я не про хейтеров, тут не просто так сказала, да, против ваших отношений могут быть другие люди. И вот эти другие люди могут отравлять вам отношения друг с дружкой. Желательно, чтобы вы всегда вот лично только с ним общались, и никто вам про него не зудел, вы не слушаете никого, да, потому что здесь такое может быть, что даже от зависти, а зависти сейчас в мире, девочки, настолько много, что я даже, знаете, просто даже удивляюсь, как на ровном месте, да, ни с того ни с сего вот эта зависть пробуждается в людях, как вот прям какой-то, м, как маленький такой ураганчик на ровном месте. Понимаете? Поэтому вам желательно хранить эти отношения от других глаз, от сплетен, от того, чтобы кто-то давал оценку вам и вашим отношениям. Желательно, чтобы вы друг друга поддерживали. Все время друг друга будете поддерживать, и у вас будут хорошо складываться отношения с этим мужчиной. Ему надо тоже вот реализоваться, девочки, потому что он такой мужчина, который может очень много в этой жизни добиться, если он будет находиться вот в правильных отношениях, скажем так, которые не будут ему мешать, да, развиваться. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Четверка костей, десятка хазардов. Ему надо, смотрите, девочки, он у вас денежный. То есть это мужчина, которому идут деньги, да, он в какой, вот от чего зависит его даже денежный канал, да, а это зависит от того, кто находится рядом с ним. Если вы видите, что у мужчины нету денег, у него там плохо с работой и все остальное, вы не ищите в нем какие-то проблемы. Посмотрите, кто рядом, что за токсик где-то рядом с ним находится. Это могут быть даже очень близкие люди, которые взваливают на него какие-то проблемы, да, за которые он несет ответственность. И если, девочки, у него этих токсиков нету, этот мужчина очень и очень даже удачливый в деньгах, да, в своем развитии. Он на самом деле и трудолюбивый, он и мозги у него, в принципе, хорошо работают у этого мужчины. Главное вот просто обеспечить ему вот это, знаете, нетоксичное отношение, да, то есть у него опускаются руки, когда про него кто-то может плохо говорить, да. Есть мужчины, да и вообще люди, которые чувствительны к этому, есть те, которые нечувствительные. Есть те, которые прут на пролом, и для него все, он везде может, как говорится, переть на пролом, да, но только не там, где его уничтожают, его самомнение, да, про него негативно говорят. Вот это ему важно. Его чувства к тебе сейчас. Что он чувствует к тебе сейчас? Он, девочки, очень хочет, чтобы вы жили хорошо, да, чтобы ваши отношения хорошо
развивались. Он, 8 азартов и двойка азартов говорит о том, что он может вам все не договаривать, да, многим, может быть, с вами не делиться. Но это для того, чтобы вот он привык где-то что-то кому-то не говорить, да, вот из-за того, что он обходит вот эти острые углы, нехорошего к себе отношения, да. Он не болтун на самом деле у вас, да, о себе он привык немного болтать. И я вам скажу, что, может быть, даже это у него с детства такое идет, да, и он знает, что если он кому-то что-то разболтает, это не сбудется, да. То есть тут приверженность каким-то таким приметам у него тоже есть. Поэтому вот по отношению к вам, как он к вам относится, у него, девочки, любовь к вам, да, любовь 100% здесь выпала. Единственное, что он может, знаете, создавать какие-то такие пробелы, какие-то черные или белые пятна в ваших отношениях, да, может быть, не до конца вам ясен где-то, только потому, что он хочет обходить острые углы, когда на него могут спуститься собака, когда его могут осуждать за что-то. И он знает, что он тогда потеряется, и он вот бережет свою вот эту энергию. Он знает, что в этой энергии он может что-то делать. По отношению к вам у мужчины серьезные намерения, но они больше не сколько мечты, а сколько, знаете, реальные такие планы. И у него, чтобы вот молочко дома было, хлебушек дома был, да, чтобы свет все время был. То есть он пекется о том, чтобы был в жизни какой-то комфорт. Вот именно даже материальный. Его чувство к тебе сейчас. Главное, не ссорьтесь с ним из-за денег, девочки. Его мужское достоинство здесь не уничижайте никак. Потому что, смотрите, у него вот это вот стоит. Не переходите ему дорожку, да, не запрещайте ему работать там, где он хочет работать, да. Пусть он реализуется как может. Потому что это то же самое, что если ему что-то запрещать, что-то диктовать, как он должен себя вести и все остальное, это как будто он чувствует это, как будто вы, может быть, можете или хотите перекрыть ему какие-то вот пути для того, чтобы, ну, вот он боится потерять стабильность, и для него стабильность очень важна. Что такое, знаете, от девы идет, я бы даже сказала. Водолеи этим тоже грешны, скажем так. Вот каждые знаки зодиаков, кстати, по-разному, но больше тут такое, знаете, девье идет, да, именно как мужчины-девы. Вот они очень сильно вот за это переживают и прямо иногда могут даже, знаете, там кивать, вот что-то такое от девы. Может, потому что сейчас, как говорится, дева девочки идет, знак зодиака девы, то может поэтому в нем такое и есть. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. На что он надеется? На встречи, на любовь, на объятия надеется. Но чтобы и деньги у вас были какие-то повешенные. И так, а это от кого? Девочки, на него кто-то наседал в прошлом, да, это вот в ближайший год у него что-то такое было. Либо он потерял возможность где-то какой-то своей дальнейшей реализации, да. Это может быть какой-то, не знаю, болезнь, ранение, это может быть там какой-то крах, закрытие какого-то бизнеса, увольнение. Короче, он что-то вот в течение вот этого года такое пережил, понимаете? Пережил то, что было связано именно вот с деньгами, с его стабильностью. То есть его кораблик качнулся, но он еще в большой тревоге, повешенный 12, 14, 13 старший аркан, 12, 13, 14, да, то есть и все это в округе костей, денег. То есть это мужчина, девочки, у которого качнулась лодка, и он еще перепуган. Он еще ментально не совсем восстановился после каких-то таких проблем, скажем так, да, с его деньгами, да, с его стабильностью. Поэтому он очень жутко
Ему могут сниться где-то кошмары какие-то, да. Он где-то переживает внутри себя и вот прям пальцами вцепился в что-то такое, что связано с его стабильностью. И отношение к вам, именно встречи, да, вот отношение к вам, оно не изменилось, здесь любовь. Но здесь могут качнуться ваши какие-то там встречи, можете редко видеться там или еще что-то, да. То есть вот то, что негативное в вашей жизни с этим мужчиной может происходить, вы просто это нанесите как на канву то, что я вам сказала, да, что он боится потерять стабильность. То есть если он не идет с вами сегодня навстречу, читаем так. Он боится потерять какую-то стабильность. Значит, ему, например, завтра рано вставать, какая-то важная встреча, или он боится от вас каких-то таких слов осуждения, да, или девочки, у него какая-то такая повышенная ответственность, он взял какую-то работу еще, да, дополнительно, или он восстанавливает какие-то силы перед какими-то дальнейшими действиями, да. То есть здесь мужчина выпал интересный, живой, открытый, да, и к вам очень хорошее отношение идет, но вот его лодку качнули, а его лодка качнулась, вот как у меня сейчас камера, да, и он вцепился в борта вот этой своей лодки, чтобы не перевернуться. И он этими руками пока не может, знаете, обнимать вас и в то же время держать вот эту лодку. Ему надо вот этот внутренний большой страх еще в себе преодолеть. Вот такие вот дела, мои дорогие. Так что здесь выпал хороший мужчина. Хороший мужчина, который смотрит в будущее, да. Единственное, что у него не как у Будды 8 рук, да. И вот этими двумя руками он пока вот держит свою, вот вцепился в эту лодку. Понимаете? И здесь желательно, чтобы между вами какая-то была более такая ментальная связь, там слова какие-то, да, переписки, образы какие-то, да, видеосвязь какая-то. То есть не навязывайте сейчас ему каких-то больше тревожных мыслей. Не надо, девочки, а то он еще больше вцепится вот в те борта лодки, своего судна, ну, короче, за которое он держится. Понимаете? Вот, ему надо быть этим капитаном. Вот, кстати, здесь на зомби Таро, это вот, смотрите, на поверхности, видите, мужчина, а под водой такой вот скелетик, рыбки такой, да, он, короче, еще сидит, да, на дне. То есть вот он сейчас такой. Все, мои дорогие, вот такой вот был третий вариант. Четвертый вариант, давайте смотреть. Его чувства к тебе сейчас. Шестерка хазардов. Это мужчина, который как-то в голове своей сейчас планирует встречу с тобой, да? Только он не знает ни времени, ни даты. Но он очень хочет вот как-то вот с тобой, знаешь, как говорится, соединиться. Думает о тебе и думает именно о дорожке к тебе. Его чувства к тебе сейчас. 20-й старший аркан. Его девочки что-то держит на том месте, в котором он сейчас находится. Это может быть командировка, сломанная машина, он заперт где-то, да, может в местах не столь отдаленных, либо это может быть служба, либо, ну, короче, что-то такое, что его держит. И он эту встречу планирует, но она как бы в его мозгах еще не скоро. Понимаете? Давайте дальше посмотрим его чувства к тебе сейчас. Рыцарь хазардов. О чем он думает? О королеве хазардов. Он, девочки, о вас очень много думает. Но вы в его таких вот мыслях отдаленной перспективы. Ему не совсем ясно. Вот он не может предугадывать будущее, да. И, возможно, вот если бы мы ему или я ему, вашему мужчине предложила, о, давай погадаем на нее, вот что вас ждет в будущем, да. Встретитесь, вы не встретитесь. Ваш мужчина по-любому скажет, о, давай, конечно, я хочу узнать, как у меня там с ней что-то сложится, все остальное. Мужчина любопытный, интересующийся, он тянется к загадкам. И вот это вот будущее с вами для него тоже загадка, девочки, да. И он вас с собой вместе представляет. У него в голове есть такое, а что будет, если вот мы с ней встретимся, а что будет, если вот я с ей так скажу или это. То есть свое свободное время он, девочки, занят такими мыслями, кто ты, что ты. Ты для него где-то даже загадка.
Его чувство к тебе сейчас. Фортуна, правосудие, отшельник. А почему отшельник выпал? Он, девочки, смотрите, он хотел бы большего чего-то, чем есть у вас сейчас. Мужчина хочет чего-то большего в отношениях с вами. Но вот про это больше он не знает и не предугадывает. У него нет четкого плана, что же будет дальше, как же с ней мне себя вести, как же с ней поступать. Возможно, он ждет даже где-то вашего звонка или того, чтобы вы открылись перед ним. Да, он, девочки, такой мужчина, который первый, может быть, самый не проявляется. И он бы хотел, чтобы вы проявлялись сами, вот первой к нему. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Король мечей, королева костей. Он думает, что ты такая, знаешь, карьеристка, возможно, меркантильная, но в хорошем смысле этого слова, да, что ты такая деловая вся, сама такая, знаешь, палец в рот не клади тебе. И в то же время он думает, ну я тоже с характером, и я не знаю, как мы будем в этом всем договариваться, как мы будем жить. Он, девочки, хочет прощупать, как дальше будут ваши диалоги проходить. Его чувства по отношению к тебе. Императрица. Он, девочки, хочет быть с вами. Он хочет, да, и он ждет, как можно вот не то чтобы подстраиваться под вас, да, он хотел бы, чтобы вы раскрывались для него больше. Он хотел бы, чтобы вы делали какие-то даже первые шаги, чтобы вы у него что-то спрашивали. Или знаете, вот как говорят, ну типа расскажи о себе. А мужчина отвечает, ну спрашивай, что ты хочешь. Да? То есть он не и он также во всем. То есть он не то, что будет раскрываться сам перед вами, да, спрашивай. Или спрашивай, как мне действовать, спрашивай, интересуйся, и тогда я тебе отвечу. Ну, такой вот, девочки, его чувство к тебе сейчас. Хазарды, туз хазардов. У него, девочки, есть тайная какая-то мечта. Она с вами связана? Нет. А с чем она связана, эта мечта? Он, девочки, хочет от чего-то избавиться. Либо поменять место жительства хочет, да. Хочет уехать, хочет вырваться откуда-то, да. Выйти откуда-то, да. То есть чувствуется, что его сжимает какое-то пространство. Это может быть работа нелюбимая, на которую его уже достало работать, да. Это может быть места отдаленные или не отдаленные. Ну, короче, он как-то связан. Либо он служит, либо сидит, либо он в каком-то, знаете, в таком браке, где он не может уйти, да, хотя там с женой непонятки уже какие-то, да. Ну, все такое, как будто стены на него какие-то давят, да, давит какой-то загон. Он как в загоне каком-то. Его чувство к тебе сейчас. Двойка костей. Он, девочки, строит все-таки такие планы в голове своей для того, чтобы с вами воссоединиться, с вами встретиться. И, скорее всего, вот эти вот встречи у вас, они и будут. То есть и общение, и встречи с этим мужчиной по-любому у вас ждут. Так что и мужчина больше, вот у него больше положительных мыслей каких-то, но он ждет от вас каких-то проявлений, да, он ждет от вас каких-то вот этих первых шагов, первых слов, да, возможно, чтобы вы взяли ситуацию под свой контроль, да, то есть он ждет любовных проявлений с вашей стороны. То есть вы можете, как говорится, писать ему, звонить, не бойтесь, девочки, да. Он может выжучиваться первое время, но на самом деле, если вдруг вы перестанете ему звонить или писать, он будет думать, блин, а чего это она мне не пишет, не звонит, да, и проявлять свою какую-то такую активность захочет по отношению к вам. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Пятерка хазардов. Он, девочки, вот прям грызет поводок, да, или грызет цепь. То есть что-то у него такое, его что-то очень серьезно держит там, где он находится. И это стены. Он очень хочется, ему хочется вырваться и окунуться в состояние
любви, сменить место, девочки. Вот реально, он хочет поменять место. Он чувствует, что я не там, где я должен быть. Я хочу поменять свою жизнь, изменить какие-то свои привычки, уехать куда-то. Вот так вот он хочет. Вот такие дела, мои дорогие, такой вот ваш расклад. Поэтому, если вот резюмировать вот этого вашего здесь мужчину, да, все-таки вот мечи одни хорошие, плохие, хорошие, 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 плохие, ну, можно сказать, плохие. Смотрите, на плохих карт то, что он боится, чего он боится, да, он не боится общаться с вами, и он боится того состояния, в котором он находится, на него давят какие-то стены. Что бы хотел этот мужчина, смотрите, девочки, связанные с вами, да, хочу приехать к тебе, это реально вот просто хочу приехать к тебе, да, и кости выпали. То есть у него, если вас интересует, если у него деньги нет, то они есть, у него есть что-то. У него открыт этот денежный канал, да, то есть деньги для него и не проблема. И он хотел бы любовных отношений с вами. Но у него не видно здесь по отношению к вам активных действий, да. То есть, смотрите, хоть и рыцарь выпал, типа, я буду это делать, но... Вот сейчас он этого не делает. Почему? Потому что вот как-то от вас, с вашей стороны не хватает какого-то шага. Вот такие дела, мои дорогие. Все, котики. Встретимся в следующих раскладах. Пока-пока.